Канал Денис представляет. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео я расскажу вам о подводной лодке «Аргонавт» СС-166. Итак, мы начинаем. Подводная лодка «Аргонавт» была единственным подводным минным заградителем, специально построенным для американского флота именно в этом качестве. До войны она носила индекс А1, а позднее стала обозначиться СС-166. Лодка имела характеристики. Водоизмещение надводное – 2878 брутто-тонн, водоизмещение подводное – 4045 брутто-тонн. Вооружение – 4 533 мм торпедных аппарата, носовые – 16 торпед. 2 152 мм орудия. Двумя минными трубами в корме на 60 мин. 2 дизель-генератора и 2 двигателя экономного хода. Скорость хода надводная – 15 узлов. Скорость хода подводная – 8 узлов. Дальность хода в надводном положении – 5800 морских миль, это 10747 километров на 10 узлах. Единственный в американском флоте специализированный подводный минный заградитель. При подготовке технического задания на проектирование этой лодки учитывался опыт океанских плаваний американских подводных лодок в 1919 году. Руководство флота предлагало повысить водоизмещение для обеспечения необходимой в условиях Тихоокеанского театра дальности плавания, причем в ряде случаев это носило достаточно абсурдный характер. Так, в одном из предложений фигурировал монстр водоизмещением в 20 500 тонн. В конечном итоге Бюро строительства и модернизации подготовило в 1922 году эскизный проект подводной лодки надводным водоизмещением чуть более 2500 тонн, вооруженной двумя 152 мм орудиями крейсерского калибра и 4 носовыми торпедными аппаратами и 2 минными трубами в корме на 60 мин. Автономность должна была составить 90 суток, а дальность плавания при полном запасе топлива – 18 тысяч миль. Корпус будущего «Аргонавт» был рассчитан на глубину погружения 95 метров вместо 60 метров у предшествующих типов подводных лодок. При проектировании, помимо использования ряда технических решений, примененных на подводных лодках типов С и «Барракуда», американцы, возможно, полно учли германский опыт строительства подводных крейсеров в годы Первой мировой войны. В частности, на ранних стадиях проектирования носовую оконечность планировалось выполнить с характерным бульбовидным выступом, как на подводной лодке типа «Барракуда», но в окончательном варианте фигурировал характерный острый германский нос. Вступила в строй в 1928 году двухкорпусная энергетическая установка комбинированного типа. К достоинствам этой подводной лодки можно отнести, пожалуй, только дальность плавания да хорошие условия обитаемости, что, впрочем, для трехмесячных походов немаловажно. В остальном, достаточно посредственная, маломаневренная, тихоходная. Последнее обстоятельство попытались исправить во время модернизации в 1940 году, когда исходные дизели в 3175 лошадиных сил заменили на почти в 2 раза более мощные. Это обеспечило прирост скорости надводного хода с 13,65 узлов до 15 узлов. В 1931 году буквенно-цифровой индекс V4 был изменен на название «Аргонавт». В сентябре 1942 года переоборудована в транспортную подводную лодку и получила индекс APS-1. 1 декабря 1941 года, когда нависла угроза войны с Японией, подводные лодки «Траут» и «Аргонавт» были направлены к острову Мидуэй для ведения разведки. Вскоре после нападения на Пёрл-Харбор «Аргонавт» переделали в транспортную лодку для выполнения особых заданий. 17 августа 1942 года вместе с лодкой «Наутилус» она доставила второй диверсионный батальон в Макен на островах Гилберта, а затем сняла его после нападения на вражеский гарнизон. 10 января 1943 года лодка «Аргонавт» не вернулась после выполнения особого задания в районе Лаэ, Новая Гвинея. 10 января 1943 года потоплена японскими эсминцами Исакадзе и Майкадзе между островами Бугенвиль и Новая Британия. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик.